Приехала я в курятник. Все в сборе. Все меня ждут. И сейчас буду смотреть, что там у них, как там у них, сколько еще корма есть, сколько воды. Посмотрим всех квочек. Ну и, конечно, цыплят. В курятнике сами живут и цыплята, не только куры. Выпустила индюшку квочку погулять. Пусть немножко погуляет. Пока она ходит, разминается, покушала немного. Ой! А в это время я могу у вас копировать яйца. А вот рядом с вольером, где живут индюшки, смотрите, 2 индюшиных. Эти яйца выносят из курятника коты. Все, она пошла, уже села. Пока я вам показывала яйца, она уже бегом пришла и садится на яйца. Ей осталось сидеть совсем немножко, несколько дней. Яйца я провоскопировала. Под ней сейчас лежит 12 яиц. И из этих 12 яиц 2 можно смело убирать. 10 яиц живых, 2 яйца замерли на разных стадиях. И, конечно, хотела бы вам это показать. Если у меня получится, то покажу вам именно эти 2 яйца. В одном зародыш замер на ранней стадии, а во втором немножко позже. Ну, а вылупление индюшат планирую вообще не лазить под эту квочку. И пусть все будет так, как будет. Сколько вылупится, столько вылупится. Ну, а теперь посмотрим эти яйца. Вот. Вот где индюшиные яйца. Это яйца кушают коты. Они забирают из гнезд яйца, выносят из курятника, через забор перелазят с этим яйцом в пасти и уже спокойно здесь их съедают. Рассказываю я это для того, чтобы люди, у которых почему-то в гнездах нет яиц, понимали, что такое может быть. И, возможно, ваши коты тоже это делают. У этой кочки, видите, вижу, помета нет. Я ее снимаю, чтобы она поела. Она опять идет. Вот это снимаю второй раз ее. Давай, нам надо покушать. Вот так аккуратненько снимаем ее. Аккуратно, потому что бывает, куры прячут яйца под крылья. И когда вы поднимаете, яйцо может удариться, упасть. Нет, нет, ты покушай, я не пущу тебя. Покушай, покушай. Покушай, молодец, давай. Покушай, яйца все подождут. Подождут яйца. Так, давай попей воду. Попей воду, смотри. Смотри, вода, надо попить. Так. А, знаете, что она увидела? Вот кого она увидела. Маруся пришла. Все, квочка защищать идет яйца. Не бойся, я защищаю. Все, не надо на улицу идти, не надо. Это она уже хочет нападать на кошку. Вот это и все. Вот это и все. Что-то ты мало поела.
и не сходила еще в туалет. Вот такая заботливая у меня квочка. Вот такая мамаша. Все, 3 зернышка съела. Марусю прогнала. Все дела сделала, кроме как помета. Ну ладно, приду еще попозже ее высажу с гнезда. Так просятся на улицу. Так хотят. Сегодня теплый, хороший день. И я, наверное, сегодня отойду от своих законов, как я люблю выпускать в вольер цыплят. Я вам рассказывала. Я сначала вольер перекапываю, а потом только выпускаю. Ну, вот так накидала зеленой травы сверху, чтобы закрыть хотя бы немножко вольер, когда сидели здесь мои старые куры. Конечно, я так никогда не делаю и вам не советую, но сегодня я отойду от этого. Хочу их выпустить просто немножко погулять. Тепло, они все хотят. Я вам рассказывала, что цыплят, прежде чем выпустить на улицу, я готовлю вольер. Я его полностью перекапываю. Для того, чтобы, если там какая-то инфекция или еще что-то у старых кур есть, конечно же, иммунитет. А вот у маленьких цыплят они очень уязвимы. Но у меня нет времени. Можно было бы сегодня и перекопать, но очень много работы на огороде. Просто нет времени. А они хотят погулять. Привезла цыплятам песок.
чтобы они в нем купались. Ну и песок нужен для пищеварения. Для того, чтобы хорошо усваивалась еда и был красивый помет. Песок цыплятам необходим точно так же, как и комбикорм. А тут не успела я. Смотрите, где яйца. И яйца скушали. Яйца скушали. Вот. Вот, видите? Не успела я забрать яйца. Все. Успела только 2. Видите? Вот и яйцо. Съели яйцо. Надо приучать их начинать к гнездам с яйцесборником. Вот, видите, где яйца? И, кстати, вот, вы мне все написали, что у меня есть гнездо свободное, которое подпирает мне вот эту доску. Оно практически бездействует, а служит опорой вот этой доски, которая держит, прикрывает, вернее, гнездо для индюшек. Сейчас его почищу и поставлю вот этим съедателем яйца. Буду ставить это гнездо. Вот как раз вот сюда его поставлю. Открою несколько шторок. Вот так. Все. И пусть туда несутся. А ящик теперь уберу. Не надо мне туда нестись. Выпустила я этих поедательниц яиц. Пока я нахожусь здесь, пусть гуляют. И посмотрите, кормовая ракушка на расхват. Курочка несется. И у нее необходимость кормовой ракушки. Огромная необходимость. Для того, чтобы скорлупа яйца сформировалась и чтобы она была твердая. Индюшка ее отгоняет, а она все равно. Ей надо. Поедательница яиц пришла. На ней весь желток. Прямо песочек надо только из дырочек кирпича найти.
Видите, как нужна сейчас ракушка курочки-несушки. Особенно той, которая только начинает нестись. Которая только-только снесла первые яйца. Или той, которая будет только нести яйца. Поэтому своим цыплятам я уже начиная с 3 месяцев ставлю кормовую ракушку. Даже если у них еще яйца нет. Кормовая ракушка нам не только помогает сформировать скорлупу яйца, но и помогает усвоиться корму. И тогда цыпленок растет большой, крупный, потому что все, что он кушает, не выходит транзитом, а с помощью ракушки перетирается и хорошо усваивается. Раньше наши бабушки и дедушки спасались от паразитов в курятнике полынью. Я, конечно, абсолютно не доверяю полыни, потому что сейчас такие паразиты, которые не действуют на них и химические препараты. Но для свежего такого приятного запаха, так как у меня есть полынь, почему бы не воспользоваться? Поэтому я вот нарвала, немножко вот так раскидала для свежего запаха. Потому что подстилки у меня в курятнике сейчас нет. Нету ее временно, пока я приучаю всех кур нестись в гнезда. Потому что куры, когда видят солому, они начинают там строить гнезда. Хотя прекрасно понимаю, что полынь не спасает от паразитов, которые сейчас существуют. Посмотрим, что снесли куры. Так, не знаю, мешает им полынь это или нет. Ну, пусть лежит. Запах приятный, и это главное. Посмотрим, что у нас тут. Так, ну вот
такое количество яиц. И хочу ответить тем, кто пишет: ой, сколько много кур, а яиц мало. Вы знаете, я не гоняюсь за количеством яиц. Мне надо, чтобы яйца были всегда. Круглый год, чтобы были яйца. А много яиц от большого количества кур бывает только тогда, когда это куры несушки одного возраста. Но наступает такой период, когда яйца прекращаются у такого стада кур. Еще одно. А у меня куры разных возрастов. От очень старых, которые, возможно, даже не несутся и не будут нестись, но они будут у меня жить в хозяйстве все равно столько, сколько захотят. И до молодых курочек. Вот еще будет 4 яйца. Да, и у тебя будет, и у тебя. Вот, пожалуйста, все гнезда заняты. И самое главное, что яйца есть круглый год. Яйца есть всегда. А большое количество яиц от разновозрастного поголовья кур не бывает. И тот, кто держит кур, тот, конечно, знает, что у кур есть период отдыха и период линьки. И поэтому количество, такое большое количество кур, сравнительно большое количество, смотря с чем сравнивать, это не значит, что от всех этих кур будет каждый день яйцо. И верхние гнезда. Еще 2 яйца. Я не гоняюсь за большим количеством яиц. Когда-то больше, когда-то меньше, но яйца есть всегда. У фаверолей смотрим. Здесь я навела порядок. Так, сюда уже заходила, проверяла. Наложила сюда специально соломы. Она уже сюда выгребла. Так, здесь одно яйцо. Одно яйцо фаверолей. Идем дальше. Здесь у шелковых, ага, смотрите, минус 2 яйца. Это кушают кошки. Обычно, если это кушают куры, то они съедают и скорлупу яиц. Вот, видите? А если вот так кушают яйца, то это коты. Посмотрю на всякий случай. В гнезде нету. Здесь явно, видите, кто-то спит, но яйца не несут сюда. Заберем у индюшек яйца. Ого! Вот это я понимаю. Молодцы. Молодцы. И еще учитывайте те 2 яйца, которые коты съели, индюшиные. И еще 2. Одно индюшиное и одно яйцо марана. Все. Вроде бы все. Ну вот это все. Нам яиц хватит.
Зато яйца есть всегда. В магазине не покупаем. Показываю все сборы яиц. Можете посмотреть все мои видео по сборам яиц. И я показываю столько яиц, сколько снесли мои куры. Я еще не ушла. Услышала, курица кричала. Какая-то... Вот, вышла уже. И вот вышла. Ну-ка посмотрим. Одно почему-то горячее. Все. Еще как минимум 2 яйца будет. Наконец-то дождались в этом году клубнику. Пахнет. Сегодня 16 мая. Первая клубника. Полностью готова. Полностью. Но она, может быть, и раньше была готова, но у меня клубника была накрыта спанбондом. А вот здесь, смотрите, еще не скоро. Вернее, еще пару дней и все. И будем уже рвать. Вот уже клубника белеет. Значит, она скоро уже будет... Скоро будет спеть. Вот. Здесь разные сорта посажены. А вот это очень ранняя. И она здесь не одна. И она здесь еще вот есть. И вот еще есть. Но это еще не спелая. Я вот такую еще не рву. Вся клубника была накрыта у меня спанбондом, потому что у нас были заморозки. И я так подозреваю, что эта клубника спелая была несколько дней назад уже. Так, ну что, пробую первую клубнику в этом году. Конечно, домашнюю клубнику не сравнить с магазинной, базарной. Там, где специально ускоряют процесс спения клубники. А домашняя клубника есть домашняя. Она выращена без химикатов и без ускорителей спелости и роста. И, конечно, она имеет запах, вкус. Очень вкусная клубника. А тут посмотрите, какое количество клубники будет на одном кустике. Вот это какая-то вообще супер урожайная. Это все один куст. Мне часто пишут, что хлеб курочкам давать нельзя.
Но во всех своих видео я показываю, что я даю хлеб курочкам. И не вижу в этом ничего плохого. И даю хлеб очень много лет уже. Сейчас мне весь этот хлеб надо поделить на всех кур. И на этих, и на индюков, и фаверолей, и шелковых. На всех надо поделить. Когда у меня есть сухари, я всегда даю курочкам хлеб. У меня иногда такая мысль, что вот это выражение, что курочкам нельзя давать хлеб, возможно, это касается сухого хлеба. А у меня хлеб размоченный в воде. Вот, видите? Он размоченный в воде. Возможно, и так, не знаю. Может быть, сухой нельзя давать? Но размоченный в воде хлеб я даю уже много лет. Эти куры впервые видят хлеб. Хотят, но боятся индюков. Кушают. Воскопировала я яйца этой квочки. И вот эти все 5 яиц без оплота. Это яйца араукана. 6 мая подкладывала 2 яйца, а эти раньше. Все яйца араукана выбрасываю. А в гнезде у нее остаются 2 шелковых яйца. Там с цыплятами они. Ну и яйца марана, которые вообще ничего не видно. Поэтому они остаются лежать в гнезде до 21 дня. Прошло 2 дня, а я опять убираю цыплят. Опять у них, посмотрите, это все влияет на здоровье и на самочувствие цыпленка. Выделение с этой подстилки неприятного запаха и такого вещества, которое выедает прямо глаза, это все может повлечь за собой плохие последствия. Цыплята тоже могут отравиться этим запахом. Поэтому пока цыплята маленькие, уязвимые, нужно очень внимательно следить за этим. Подстилка вот такая вот, это всего лишь 2 дня прошло. Она может сделать очень много вреда. Поэтому лучше я ее сейчас поменяю. И буду знать, что у цыпленка моего все в порядке. От такой подстилки, которая издает вот такой запах, может быть аммиачное отравление цыпленка. И мы можем подумать, что цыпленку что-то плохо, как цидиоз или еще что-то. А это может быть аммиачное отравление просто. Забивает дыхание, и цыпленок плохо себя начинает чувствовать. Застилаю чистую солому. Боятся ужасно. Живут цыплята на даче сами, людей не видят. И когда у них происходит уборка в курятнике, это какой-то ужас. Просто все бегают и кричат.
Стараюсь солому настелить больший слой на местах скопления цыплят. Это в основном под дверью, когда дверь закрыта. Они вот тут возле решеточки сидят, дышат воздухом свежим и практически все время проводят у порога, судя по большому количеству помета. Поэтому здесь я стараюсь настелить потолще слой. И потолще вот там под стенкой. Там тоже очень много помета было. Ну вот так вот застилаю. У цыплят обязательно стоит кормовая ракушка. И бункерная кормушка с комбикормом. И вот такие кусочки мела тоже можно поклевать. И еще немного принесла им сена. Прошлогоднего сена у меня еще есть. Пусть побудет, пусть они покушают что-то. Какую-то травинку найдут. Потому что они здесь закрыты. Травы у них зеленой нет. А это все-таки витамины. Пусть поищут, что-то найдут там. И какую-то травку скушают. Вот что значит чистый курятник и уборка. Все. Легли себе и поют. Конечно, меня сейчас они испугаются, но смысл вы поняли. Лежат и поют. И на выгуле никого. Никого, смотрите. Вот так цыплята любят, когда у них чисто и убрано. Вы мне писали, что этим цыплятам нужно срочно поставить насесты. Вот хожу сейчас и придумываю. Хочу какие-то сделать такие насесты именно для цыплят. Небольшие такие, несколько сантиметров от пола. И сейчас хожу, придумываю, из чего бы их сделать. Есть у меня вот такая штука. И я ее хочу использовать для цыплят. Для вот такого небольшого насеста. Все хорошо, все меня устраивает, кроме материала. Это металлическая труба. И она очень холодная. Я не хочу, чтобы цыплята сидели на этой трубе, и у них будут холодные лапы. Поэтому я возьму какую-то ткань и обмотаю эту металлическую трубу старой какой-то тряпкой. Попробуем. Может быть, цыплятам такое понравится.
опять ее подняла, но яйца закрыла тряпочкой, чтобы она их не видела и не рвалась к ним. И теперь она кушает. Спрашивали меня, почему курочки все время сидят на насестах. Некоторые. Вот эти курочки, вот этой курочке уже очень много лет. Можете посмотреть мои старые видео. Она очень-очень старенькая курочка. Ну и таких у меня несколько. Это такие куры, которым разрешено у меня в курятнике все. Даже если они не несутся, они все равно будут у меня жить. Это старенькая курочка. И поэтому иногда, когда я захожу в курятник, вы видите, сидят куры днем на насестах. Это именно старые куры. Очень старые куры. Оставлю этих легорнов вот так открытыми. Мне так нравится. Очень хорошая обстановка здесь. Прекрасно. Никуда они не собираются улетать. Даже с необрезанными крыльями остаются. Поэтому вот так оставлю. Мне не нравится, когда птица сидит в клетке. Они здесь и песочек покушают, и на солнышке погуляют. А солнце — это витамины. Вот так вот будет открыта у них дверь. Они будут заходить сюда ночевать. Ну и если захотят, снесут туда яйцо. Потому что вот так в клетке держать, тем более сейчас у нас хорошая погода. Хочется, чтобы курочка хорошо отдыхала, гуляла на свежем воздухе. А вот не хочу я держать в клетке кур-несушек. Поэтому открываю и оставляю их гулять на улице. Как только отцвели тюльпаны, их нужно сразу же срочно срезать. Потому что тюльпан начинает формировать семечки в коробочке и берет все соки с луковицы на формирование коробочки. Когда отцвели тюльпаны, я обрезаю вот так. Вот так. И оставляю листья.
Тюльпаны обрезаю, как будто бы букет собранный был. Это делается для того, чтобы луковица тюльпана была крупная. И на следующий год были красивые тюльпаны. Мы просто не даем вот этой коробочке образовать семена, потому что всю силу луковица отдаст на формирование вот этой коробочки семенной. А нам надо, чтобы хорошо укоренилась луковица. А листья я уже буду убирать, когда они пожелтеют. Это приблизительно через месяц они все пожелтеют, и тогда я уберу уже и листья. Иногда, когда я уезжаю с дачи позже, даже когда потемнеет, то я могу выпустить кур на траву. Потому что с заходом солнца они все равно все придут в курятник. И я их закрою. Но только могу это сделать уже перед заходом солнца. Спрашивали меня про капусту. Вот так всегда я выращиваю себе сама рассаду капусты. И сею ту капусту, которую я знаю, что она точно называется агрессор и точно называется профессор. А то, что мы покупаем на рынке, там непонятно что. А это семена из профессиональных пачек. Отсчитано поштучно. И я точно знаю, что это будет за капуста, и знаю, какой будет результат.
Вот так вот у меня высажена рассада капусты. Я всегда высаживаю 13 апреля. И она прекрасно растет, развивается. И потом я высаживаю с комом земли на лопате. Вот так вот, видите, на каком расстоянии я специально сажу капусту, чтобы можно было лопатой взять так эту капусту, чтобы она даже не поняла, что ее пересадили. И перенести в огород. Скоро буду уже ее высаживать. Вот так сейчас выглядит лук, который был посажен осенью под зиму. Я его очень люблю садить осенью, потому что, смотрите, какая разница с луком, который высажен весной. Здесь уже начала завязываться головка лука. И уже скоро будет урожай. Видите, как быстро растет этот лук. Конечно, как только растает земля, он сразу хватает влагу, которая еще у нас с растаявшего снега есть. Земля влажная, мокрая. И этот лук хватает быстренько эту влагу и быстро-быстро начинает расти. Вот так он сейчас выглядит. Я показывала вам, как я садила этот лук осенью. Ну, а вот здесь чеснок. Чеснок у меня практически, можно сказать, почти мне по пояс. Чуть-чуть ниже чеснок. Мой чеснок бьет все шаблоны. Сейчас расскажу почему. Посмотрите, какой вырос огромный чеснок. И это я не делала ни одной подкормки, ни одной обработки. То, что вам все советуют, маркетинговые моменты здесь присутствуют. А у меня чеснок не обработан ничем. Не поливала я в этом году его абсолютно ничем. Единственное, я вам показывала, я рассеяла здесь золу, древесную золу по чесноку, когда он только взошел. И показывала вам корни, которые обычно при первой прополке срезают сапкой. И тогда, конечно же, чеснок начинает страдать. И вот этот момент, когда полоть сапкой, нужно не пропустить. Его нужно сделать чем пораньше, сразу, как только сойдет снег с земли, как только будет возможность стать ногами на землю и полоть после зимы, вот тогда нужно бегом просто рыхлить этот чеснок. Потому что чуть-чуть попозже это уже будет сапкой резаться корень, я вам показывала. Вот здесь вот очень много белых было корней. И это уже прополка, которую запаздывают, делают. Она делает плохо чесноку. И потом начинают кормить удобрениями, покупать обработки всякие делать. А это всего лишь потому происходит, потому что режутся сапкой корни при прополке чеснока. И теперь посмотрите, какая толщина. Посмотрите, какая толщина чеснока. Конечно, это посадочный материал хороший. Это без вопросов. Тоже играет роль. Нужно садить крупный чеснок, и тогда он будет крупный, вырастет. Но вот мой чеснок ничем не удобрялся, ничем не обрабатывался, никакими препаратами. И можете посмотреть, какой чеснок. Вот. Скорее всего, вот идет другой сорт. И темное перо видно у него. Вот. Он отличается по цвету.
Единственная подкормка у меня была это древесная зола. Я показывала вам, как я прошлась и посыпала, как только взошел чеснок. Вот, очень много, густо посыпала древесной золой. Это цветет чеснок ракомболь. Огромные белые чесночины, я вам тоже показывала. Вот так выглядит этот чеснок ракомболь. У меня было 2 зубца, и второй я ради эксперимента отломала этот цветок. И хочу посмотреть, какая будет разница в урожае. А это жимолость. Самая первая вкусная ягода. Кстати, считается она самой первой ягодой, но клубника первее. Клубника уже есть.